Ну что, стервы, готовы попугать народ? Ребята, всем привет, меня зовут Юки, я фанатка Елены Райтман, и так как сегодня Хэллоуин, я хочу повторить одну из ее рубрик. Это рубрика «Страшные истории», и сегодня я расскажу свою страшную историю. Ну что ж, можем приступать. Кстати, поздравляю вас с Хэллоуином. Приступаем. Это произошло в сентябре. Я сидела одна дома, рисовала, слушала музыку, залипала в ТикТоке. В принципе, как всегда. Но в этот вечер произошло нечто, что до сих пор оставляет мне мурашки на коже. Я сидела, включила музыку, начала вырезать, никого не трогала. И тут я услышала, что как будто кто-то ходит вокруг дома. Я не придала этому значения, подумала, возможно, мне просто кажется. И так 11 дней ночи. Но в этот момент мне не показалось. Я услышала 3 коротких стука в дверь. И я встала в ступор. Я не могла пошевелиться. Мое тело онемело. Я затаила дыхание, выключила музыку. И минуты через 2 я все же решилась встать и посмотреть. Я взяла ножницы, острые, достаточно острые, сжала их в руке и пошла к двери. В двери я увидела огромный силуэт, который был выше меня в 2 раза. Даже не в 2 раза, намного выше меня. Руки связали до колен. А если руки свисали до колен в таком огромном теле, это не норма. Это не могла быть норма. Я отскочила от двери и побежала в комнату. Я прыгнула на кровать. Я подумала, так, возможно, мне это просто показалось. Но нет, мне не показалось. Мне видно показалось. Я хотела поправить волосы, ведь они упали мне на глаза. И я увидела, что какой-то предмет взлетел и упал. Я еще больше испугалась. Как тут резко вспомнила, что 2 дня назад, пока я сидела за столом и рисовала, ко мне на стол прилетела бумажка. И я не придала этому значения, подумала, возможно, кот, возможно, сквозняк. Но это не могло быть совпадением. Не могло быть совпадением. Я это помню. Я просидела еще несколько минут, пока не услышала, как кто-то ходит вокруг дома. Хотя у нас частная территория. Я быстро взяла телефон и написала подруге. Лера, это срочно! Лерка взяла телефон и ответила мне. Что такого срочного в 11 ночи? Кто-то ходит вокруг моего дома, Лера, я не знаю, что делать. И мне постучали в дверь. Лера тоже достаточно сильно испугалась за меня, так как мы дружим еще с 3 лет. Мы дружим уже 8 лет. И она написала. Стучат в дверь, сильно стучат, не перестают? Лера, 3 коротких стука, ну ты что, дура? Так, успокойся, ты одна сейчас дома? Да, я одна. А где твоя мама? Родители где? Они уехали по делам. Сказали, что будут поздно. Где-то к 3 часам ночи. Лера ответила. Слушай, может, тебе просто показалось? Нет, Лера, не показалось. И тут я услышала. Шаги прекратились. Я только хотела обрадоваться, но услышала, что кто-то встал около моего окна. Лера, он встал около моего окна. Лера сказала, не двигайся, я сейчас тебе наберу. Она позвонила мне. Алло, Лера, я не знаю, кто это, мне так страшно. Не бойся. Лера, я сейчас возьму ножницы и подойду к окну. Что? Точно все будет хорошо? Да, все будет хорошо. Я взяла ножницы, крепко их сжала в руке и подошла к окну. В окне я не увидела ничего, но увидела, как силуэт отдаляется снова к двери. Я запрыгнула на кровать и закричала. Лера! Он снова ходит вокруг дома! И тут я услышала забавный звук. Около дома у нас стоит миска для котов бездомных, чтобы им было что покушать. И этот силуэт споткнулся об эту миску и чуть не упал. Мы немного посмеялись, еще поболтали, и она сказала, слушай, я пойду спать. Не знаю, думаю, с тобой все будет хорошо. Я говорю, я точно переживу эту ночь, потому что завтра я расскажу об этом всем в школе. Ну, всем одноклассникам. Хорошо. Все, спокойной ночи. Все будет хорошо. Просто не выходи на улицу. Хорошо, Лера. Она положила трубку. Я продолжила сидеть. Я включила музыку и постаралась максимально расслабиться. Но я услышала сзади дома, как кто-то ходит.
И в другой комнате я услышала щелчок. Щелчок тумбочки. Я снова очень испугалась. Но любопытство было сильнее. Я взяла ножницы и пошла в комнату. Я включила фонарик. Почему я не включила свет? Я не знаю. Я просто забыла его включить. Я начала светить фонариком туда-сюда. Мой фонарик остановился на окне, и я снова увидела силуэт. Я выбежала из комнаты, закрылась и подумала, что лучше лечь спать. Но сзади дома я услышала шорохи. Я затаилась. Я накрылась головой, отложила телефон и, обняв с ножницами, начала засыпать. Утром приехала мама. Она спросила, почему у тебя такие синяки под глазами? Ты когда уснула? Мама, я уснула где-то к 12 или к 3 часам ночи, я не помню. Почему? Я же тебе говорила долго не сидеть в телефоне. Мама, кто-то стучался в нам в дверь. Может, это какой-то маленький зверек из леса? У нас ведь лес близко. Мама, зверек не может постучать в дверь. Доченька, на самом деле, когда я приехала, где-то к 3 часам ночи, я тоже слышала какие-то звуки. Но я не придала этому значения. Это же просто могут быть, например, кошки. Мама, какие кошки? Это не могут быть кошки. Собирайся в школу, а то сейчас опоздаешь. Ладно. Я собралась в школу и пошла. И когда я проходила мимо заброшенного дома, я услышала звук, как включается камера. Я ускорила шаг. Встретила Леру. Лера, пойдем быстрее в школу. В школе рассказала всем. Все то посмеялись, то просто меня поддержали. В принципе, на этом закончилась история. Но теперь я всегда слышу стук. Либо в окно, либо в дверь. Ну что ж, на этом моя страшная история закончилась. Ну как, испугались? Я вот не очень, но мурашки по коже все равно. Ладно, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась моя страшная история. Буду благодарна, если подпишитесь и поставите лайк. Поздравляю всех с Хэллоуином. Желаю, чтобы вы отпраздновали его прекрасно. И всем пока-пока.